Всем здравствуйте! У меня новый мастер-класс вот на таких лошадок. Показываю, как всегда, со всех сторон. Вот такая лошадка. Эта лошадка цельновязаная, без пришивных деталей. Начинаем вязать вот с мордочки, с головы. Далее продолжаем вязать шею, вывязываем туловище, вывязываем одну ножку, вторую ножку, и вот лошадка готова. Ушки я ввязываю и делаю вот такую гриву. И получаются такие очень красивые лошадки. Вязать их тоже быстро, легко. Ничего не нужно пришивать. И сделала вот такую гриву из вытянутых петель. По сантиметрам. Вот лошадка получается 12 сантиметров. И расход пряжи на таких лошадок тоже уходит небольшой. Можно одеть сюда карабин и будет как брелок, или повесить ленточку и будет такая подвеска, игрушка на елку. Давайте вместе с вами свяжем вот такую красоту. Для лошадки использую плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров и крючок 4 миллиметра. И для оформления, для декора вот использую пряжу джинс Ярнард полухлопковую 50 граммах 160 метров и крючок беру 2 миллиметра. Начинаем вязать с головы. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В первом ряду 5 столбиков. Переходим на второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Во втором ряду получилось 10 столбиков. Третий ряд. Вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и прибавка. Так повторяем 2 раза. И в третьем ряду получается 12 столбиков. Четвертый ряд. Вяжем 12 столбиков без изменения. Довязываем так до конца ряда. Пятый ряд. Вяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Здесь остается 4 столбика. Вот 1, 2, 3, 4. И нужно набрать 4 воздушные петли, только их не затягивая. Вяжем свободно, чтобы не было стянутым далее наше вязание.
Вот, набрала 4 воздушные петли свободно. Пропускаем эти 4 столбика и провязываем столбик там, где вот маркер. Вот что получается. Сюда будем потом ввязывать шею. Этот маркер переносим. Это уже провязали первый столбик из 6-го ряда. Нужно провязать 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь вяжем по воздушным петлям. 9, 10, 11 и 12. Вот как все смотрится. И в 6-м ряду 12 столбиков. 7-й ряд тоже провязываем 12 столбиков. Вяжем их до конца ряда. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. И последний 8-й ряд — это 6 убавлений. Довязываем их так до конца ряда. Вверху осталась вот такая дырочка. За передние стенки каждого столбика доходим до того места, с которого начинали, и так затягиваем. Вкалываем в середину. Так, все спрятали. Хвостик в середину. Берем наполнитель и немножко наполняем наполнителем носик. И вот сзади на голову. И теперь будем вывязывать в этой части шею. Вот я разворачиваю таким образом. Здесь носик, здесь затылок, там, где мы с вами прятали вот дырочку. Здесь воздушные петли, которые провязывали. И вот за первый столбик присоединяю нить и провязываем столбик без накида. 1. Далее 2 прибавки. Первая прибавка и вторая прибавка. Один столбик. Теперь вот здесь у нас столбик был провязан вот так, чтобы было вам видно это место. Сюда я тоже провязываю столбик без накида, разворачиваю и вяжу по этой стороне. Здесь 4 столбика. 1, 2,
3, 4. И вот здесь тоже мы провязывали так столбики, такое вот большое пространство и место. Сюда я тоже провязываю один столбик. Так, захватываю под столбики, где захватывается, так скажем. И в первом ряду по шее получается 12 столбиков. Второй ряд. Вяжем 3 столбика, 1, 2, 3, прибавка. Теперь 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5 и прибавка. Довязываем 2 столбика, 1, 2. В конце второго ряда 14 столбиков. Третий ряд, 14 столбиков без изменения. Довязываем так до маркера. Вот так сейчас выглядит голова и шея. Можно взять еще наполнителя и наполнить лучше вот так наполнителем. И теперь далее будем вывязывать туловище. Первый ряд по туловищу. Вяжем 4 столбика, 1, 2, 3, 4. Теперь набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Во вторую воздушную петлю от крючка вяжем столбики без накида. 1, 2, 3, 4. Переходим снова на шею. Здесь, чтобы не было вот никаких дырочек, я вкалываю, вот делая накид на крючок из того столбика воздушной петли, из которой мы вывязали столбик, и перехожу на шею. Провязываю эти все столбики, и это получается по шее первый столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Получилось в первом ряду по туловищу 18 столбиков. Второй ряд. Вяжем 7 столбиков, 1, 2, 3, 4. Переходим на воздушные петли. 5, 6 и 7. Здесь провяжем 2 прибавки. С одной стороны, так, 1 прибавка. И вот из следующего столбика 2 прибавка.
сделаем такое закругление. И далее нам нужно довязать еще 13 столбиков до маркера. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Во втором ряду получается 24 столбика. Третий ряд. 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На этом закругление 2 раза повторяем. 1 столбик, прибавка, 1 столбик, прибавка, 1 столбик, прибавка. И довязываем 13 столбиков до маркера. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. В третьем ряду получается 26 столбиков. Теперь по 26 столбиков вяжем 4, 5 и 6 ряды. По 26 столбиков провязали 2 ряда, 4, 5 и 6. Также наполнили наполнителем вот немного шею. Теперь будем вывязывать ножку. На ножку будет уходить 10 столбиков. Я провязываю с этой стороны 2 столбика. 1, 2. И с обратной стороны вот я отметила маркером, отсчитала вот так сюда 8 столбиков. И будем провязывать здесь столбики. Так, там мы провязали 2 столбика, теперь 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В седьмом ряду 10 столбиков. И вот так по кругу по 10 столбиков вяжем 8, 9 и 10 ряды. И вот ножка. И по ней провязали по 10 столбиков, 8, 9 и 10 ряды. Теперь последний 11 ряд. Нужно сделать 5 убавлений подряд. Так делаем 5 убавлений. Ниточку отрезаем. Так, затягиваем. Теперь берем наполнитель, наполняем ножку. И теперь вот отсчитываем 3 столбика. 1, 2, 3 с одной стороны. 3 столбика отсчитываем со второй стороны. И здесь у нас остается от маркера до маркера 10 столбиков.
И теперь вот 7 ряд я присоединяю не там, где маркер, а в соседнем столбике. Также я оставляю хвостик для того, чтобы сшивать вот это пространство. Это у нас 7 ряд получается. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Там, где маркер. И переходим так сюда. Там, где маркер, убираем. И 10. Вот в 7 ряду 10 столбиков. Эту ниточку выводим вот так сюда, чтобы в ней потом сшивать этим хвостиком. И теперь вывязываем вторую ножку. Тоже 8, 9 и 10 ряды вяжем по 10 столбиков. И вот второй ножке провязаю 8, 9 и 10 ряды, наполнили наполнителем и переходим на 11 ряд. Это 5 убавлений подряд. Делаем эти убавления и берем наполнитель и постепенно дозаполняем наполнителем. И теперь вот на ножках прячем дырочку. За передние стенки каждого столбика дошли до того места, с которого начинали. Так, подтянули ниточку, вкалываем в середину и выводим так сбоку. Получилась такая ножка. Со второй делаем точно так же. И вот один хвостик вот от ножки я оставила, так как буду сшивать это пространство внизу между ножек, и потом свяжу 2 узелка и спрячу эти ниточки. Ну, а здесь берем вот так сшиваем. Вот сделали 3 стежка. И теперь переводим эту ниточку вот сюда и делаем узелок. Вот получилось такое тело. Теперь вывяжем вверху ушки. Присоединяем пряжу. Сюда же провязываем полустолбик с накидом. Столбик с накидом. Можно за соседние столбики. И за этот же столбик, где вывязывали столбик с накидом, полустолбик с накидом. Получается такое ушко. Делаем соединительную петлю, ниточку отрезаем
И вот получается такое ушко. Эти ниточки прячем и с обратной стороны тоже вывязываем такое же ушко. И вот получились такие ушки. Теперь сделаем гриву. Гриву можно сделать любую, какую вы хотите. Я буду показывать, вот как делаю с вытянутыми петлями. Завожу крючок под столбики. Вставляем небольшой хвостик. И через эту петельку протягиваем рабочую нить той длины, которой вы хотите. Ну, здесь, я думаю, будет челочка, потому сделаем немного покороче. Эту ниточку отпустили, снова под под петельки, под столбики, захватили рабочую нить, вывели. Теперь в эту петельку протягиваем рабочую нить. Так, переходим на следующий столбик, снова захватили рабочую нить, вытянули петелечку небольшую и через нее протягиваем рабочую нить. И вот такая уже челочка готова. Теперь за следующие столбики на голове протягиваем рабочую нить и через эту петельку протянули рабочую нить, и здесь уже можно оставлять подлиннее ниточку. И так вот делаем по голове и на шею можно переходить. Вот получилась такая грива. Пряди сами потом закручиваются. И теперь точно так же сделаем хвостик с такими вытянутыми петлями. Прикрепляем ниточку. И вытягиваем рабочую нить той длины, вот какой вы хотите, чтобы был хвостик. Можно сделать так вот до ножек, и он потом еще закрутится. Так, делаем петельку и через эту петельку протягиваем рабочую нить. Сделали петельку и через нее протягиваем рабочую нить. И вот сделали 2 ряда хвостик. Теперь эту тоже нить отрезаем. Так, закрепляем. Сделали закрепку и прячем эти хвостики вовнутрь изделия. И вот я еще приклеила глазки. Глазки у меня 10 миллиметров. И теперь хочу сделать упряжку из полухлопковой пряжи. Я связала цепочку из воздушных петель. Соединяем ее здесь. И снова набираем цепочку из воздушных петель.
И вот сделали воздушные петли под гривой, здесь запрятали. И с обратной стороны делаем соединительную петлю. Так, ниточку я отрезаю подлиннее, так как этой ниточкой я хочу прификсировать вот в этих местах, чтобы упряжка не спадала здесь, и потом связать на 2 узелка и спрятать вовнутрь изделия.